Хороший Леон способен наносить издалека по 8000 урона за несколько секунд, перестреливать на открытых картах Брока и Пайпер, простреливать большое пространство, как Джин и Пэм, заходить в невидимость так, что ни один противник не догадывается об этом. Если вы не умеете этого, значит вас сложно назвать хорошим Леоном, но после просмотра этого видео вы им станете. Всем привет, с вами Леший, и в этом видео я расскажу, как играть за Леона, где играть за Леона, как апнуть 25-30 ранг на Леоне, и самое главное, я расскажу, как за 3 заряда наносить больше 8000 урона на большом расстоянии. Я даю в этом видео только полезные и уникальные советы. Если вы не найдете ни одного интересного совета до конца видео, можете поставить дизлайк и написать гневный комментарий. Как играть за Леона? Начну с его главной особенности — суперудара. Слабое место плохого Леона — грамотные соперники догадываются, с какой стороны Леон нападет на них и простреливают это пространство. Но можно быть на шаг впереди. Для этого при использовании невидимости нужно действовать максимально непредсказуемо на каждом этапе ее использования. На каждом этапе. Я не зря делаю на этом акцент. Идеальное применение ульты Леона выглядит так. Ваши живые соперники не должны видеть момент, когда вы набьете суперудар. Для этого вы должны добивать последние попадания на максимальном расстоянии от ближайшего соперника, так, чтобы он не успел заметить кружок под вами. Если это невозможно, то в момент набивания вашего суперудара должны видеть как можно меньше соперников. Это нужно для того, чтобы ваши враги даже не догадывались, что где-то есть Леон, готовый уйти в невидимость. Далее, входить в невидимость вы обязательно должны в месте, где вас не видно. Либо это за пределом видимости соперников, либо в кустах. Если ваши соперники не видели, как вы набили ульту, то сгодятся любые кусты. Если же кто-то заметил, что у вас есть суперудар, и вы зашли в кусты, не используйте его сразу, подождите. Пусть соперники понервничают, потратят выстрелы, думая, что вы атакуете. Если это возможно, переместитесь в кустах в другую сторону. Далее, самое интересное. Теперь вы можете использовать суперудар. Тут два варианта. Если ваши соперники не видели ваш вход в кусты, то просто выходите из кустов и старайтесь бежать на врагов так, чтобы в вас не опали снаряды, которыми враги начнут простреливать кусты. Грамотные соперники всегда простреливают кусты и могут попасть в вас, если вы побежите прямо. Второй вариант, если соперники видели ваш вход в кусты и накопленный суперудар. В такой момент соперники ожидают, что вы побежите на них из ближайшего к ним края кустов. Многие Леоны боятся, что им не хватит суперудара, чтобы добежать до врагов, поэтому перед входом в суперудар стараются подобраться как можно ближе к врагам. Это очень предсказуемо. Враги попадут в вас, и вы после этого точно не подберетесь к ним. Поэтому вы должны выбегать не с ближайшей к врагам точки кустов, а из более далекой части, откуда никто не ожидает вашего выхода. Лучше добежать до врагов непредсказуемым маршрутом, не имея запаса по времени, чем попытаться сэкономить время и попасть под удар. Да, если вам понравятся мои советы, обязательно поставьте лайк и напишите, сколько у вас кубков на Леоне и сколько вы планируете апнуть после ролика. Все комментарии я читаю. Что делать, если соперники видели вас в кустах или момент входа в инвиз и грамотно простреливают пространство вокруг себя, не давая подойти? В таком случае используйте суперудар не для атаки на врагов, а для того, чтобы спрятаться в кустах ближе к врагам. Когда соперники видят, что Леон входит в инвиз, они со страхом начинают простреливать окружающее пространство, никак не предполагая, что Леон может потратить ульту просто на переход в другие кусты. В итоге они неосторожно приблизятся к новым кустам, в которых спрятался Леон. Когда вы принимаете решение, с какой стороны напасть на врагов в инвизе, то избегайте ту сторону, где находятся травящие бравлеры, например, Ворон, Байрон, либо где находятся бравлеры с высоким разбросом атаки, например, Пэм, Джин. Не так страшно, если при простреле окружающего пространства в вас попадет какой-нибудь Брок. Вы всегда сможете поменять маршрут и, уворачиваясь от выстрелов, подобраться к нему ближе или спрятаться в кустах. Но если в вас попадет Ворон, то из-за его яда вы не сможете незаметно подбежать. В итоге пустая трата суперудара с бегством от врагов. Последний совет по использованию невидимости Леона очень простой, но о нем многие забывают. Когда вы в невидимости, старайтесь держаться подальше от союзников. Враги будут стрелять по ним, и если они попадут по вам в инвизе, то уже не дадут незаметно подобраться. Получилось очень много советов по инвизу, но это лишь первая ключевая особенность Леона. Вторая особенность — его атака. Она очень высокая, но ей сложно попадать во врагов. Вы, наверное, замечали, что если враг подойдет к Леону вплотную, то Леон способен убить с 3 выстрелов почти любого бравлера. И у этого есть причины. Попадание всех зарядов наносит более 8000 урона за 2 секунды. Но мало кто знает, что такой урон можно наносить даже находясь на большом расстоянии от врага. Используя один лайфхак, вы можете победить любого противника за пару секунд даже с расстояния выстрела какого-нибудь дальника вроде Брока. Поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, догадываетесь ли вы об этом лайфхаке. Интересно узнать, сколько человек знает об этой фишке Леона. Кстати, обязательно подпишитесь на канал
канал, чтобы не пропустить мой следующий гайд или стрим, на котором я буду играть с подписчиками. А если вы вступите в Discord, то сможете узнавать о стримах и видео заранее, забронировать место в моей тиме на испытание или задать любой вопрос и пообщаться. Ссылка на Discord есть в описании. А теперь сам лайфхак. Смотрите на экран и слушайте. Когда вы стреляете стоя на месте, то все пули летят в разброс. Попадает лишь часть из них. Чтобы попасть всеми пулями в цель, вы должны сделать две вещи. Первая вещь. Вы должны бежать влево. Речь идет не про левую сторону джойстика, а про левую сторону относительно взгляда Леона. Например, если Леон целится вниз, то бежать вы должны джойстиком направо, потому что для Леона это левая сторона. Если Леон целится влево, то джойстиком нужно бежать вниз и так далее. Когда вы так бежите, разброс пуль пропадает, и они летят одной очередью, как если бы вы были кольтом или рикошетом. Вторая вещь. Когда вы целитесь на врага, направляете в него не середину прицела, а четверть. На экране вы видите, что я имею в виду. Если все сделать правильно, то каждая ваша пуля пойдет во врага, даже если вы находитесь на большом расстоянии. Поначалу может не получаться, поэтому я советую вам пойти в тренировочную пещеру и попражняться там на мишенях. Через 5-10 минут тренировок можете опробовать это в игре. Уверен, после такой тренировки вы начнете наносить во время игры в несколько раз больше урона, чем обычно. С помощью этой фишки вам не будет страшен 1 на 1 ни один бравлер. Вы научились крутому лайфхаку, и можно перейти к следующей особенности игры за Леона. Если вы правильно атакуете, то Леон превращается в очень сильного дальника, способного воевать на большом расстоянии. Вы не должны рисковать жизнью и пытаться максимально подбежать к врагу, чтобы накопить на суперудар. А наоборот, вы должны стрелять в противника издалека, мягко поддавливая противников и постепенно накопя на ульту. Так играют крутые Леоны в киберспортивных командах. Поддавливают, сближаются за препятствия, снова поддавливают. Сильный Леон способен на открытой карте перестрелять даже Пайпер и Брока, потому что у Леона очень высокая дальность атаки. А если враг хорошо уворачивается, Леон может превратиться в Джина и стрелять по большой площади. Как? В этом гайде на Леона я рассказывал, что нужно бежать влево для стрельбы в одну цель. Но если вы будете бежать вправо, то наоборот получите очень большой разброс атаки, простреливающий площадь больше, чем простреливает Джин или ПМ. Самое главное, что благодаря моему лайфхаку ваша атака будет полностью подконтрольна вам, и в любую секунду вы сможете превратиться в Джина или кольта по своему желанию. Теперь расскажу про использование гаджетов Леона. Тут тоже много интересного. Какой гаджет на Леона выбрать? В играх 3 на 3 советую брать чупа-чупс невидимости, так как сейчас это один из самых сильных гаджетов в игре. А в игре 3 на 3 очень важно занять какую-то позицию и играть от нее. Рекомендую вам еще до начала боя просмотреть карту и выбрать, куда вы поставите гаджет. Во-первых, он должен находиться в месте, докуда не дотянутся вражеские выстрелы. Во-вторых, он либо должен давать большую зону невидимости для вашей команды в месте, откуда команда сможет простреливать позицию врагов, либо он должен соединять несколько кустов, чтобы ваши враги никогда не знали, в каких кустах прячутся ваши союзники. Кстати, если вам нравятся мои советы, или вы узнаете из гайда что новое, поделитесь этим видео с друзьями. Вам не сложно, друзья станут лучше играть на Леоне, а мне будет очень приятно. Если вы играете в столкновение, или у вас нет гаджетов на невидимость, то вам придется использовать гаджет наклона. У этого гаджета есть 4 применения. Первое применение. Если у вас мало хп, или в вас влетает какой-то танк, выпускайте этот гаджет, чтобы он взял на себя часть урона. Профессиональные Леоны всегда берегут до конца боя хотя бы один гаджет, чтобы в случае чего заблокировать клоном удар противника и выжить. Второе применение — разведка. Выпускаете гаджет и смотрите, куда он бежит. Это поможет вам убедиться, что в кустах за углом нет какого-нибудь танка, или что в окрестностях в принципе нет врагов. Третье применение похоже на первое, но сложнее. Есть бравлеры, которые с полного заряда могут нанести очень много урона в одну цель. Например, Тара. Таких бравлеров сложно убивать 1 на 1 на близком расстоянии. В такой ситуации вы можете выпустить клона, дождаться, когда ваш враг потратит несколько ударов на него, а уже после этого резко сблизиться с врагом и добить его, пока часть ударов противника в перезарядке. Четвертое применение клона Леона. Ходите в кусты, запускаете гаджет, одновременно входя в невидимость, и бежите вместе с клоном в одном направлении, но на таком расстоянии от клона, чтобы вражеский удар по нему не задевал вас. Враг думает, что это вы, тратит часть выстрелов на клона, поняв, что это клон, расслабляется. И тут вы из невидимости убиваете этого безоружного врага. Теперь расскажу про звездные силы Леона. Тут все просто. На данный момент лучшая звездная сила на восстановление здоровья. Звездная сила на скорость используется только в режимах, где важно быстро передвигаться. Например, в Броуболе или захвате трофея. Где играть за Леона? Если у вас фулл Леон со всеми звездными силами и гаджетами, либо вообще нет никаких звездных сил и гаджетов, то можете играть в любом режиме, который нравится. Если у вас только какой-то определенный гаджет или пассивка, то играйте в тех режимах, где этот гаджет и пассивка подходят лучше. В прошлом совете я рассказывал об этом. Леон сейчас один из сильнейших бравлеров. Полностью прокачанный Леон
хорош как в ШД, так и во всех режимах 3 на 3. Сложнее всего играть Леоном в осаде и ограблении, но до 650 кубков его можно апать и там, даже с рандомами. Для того, чтобы апнуть Леона на 25 ранг или даже на 30 ранг, рекомендую играть в нокаут, награду за поимку или любой вариант столкновения. ШД+, ШД, парное ШД. В нокауте Леон вообще сейчас входит в мету. На 1000 кубков в каждом пике можно встретить Леона с пассивкой на здоровье и гаджетом на невидимость. Надеюсь, этот гайд на Леона открыл для вас что-то новое. С вами был Леший, добрых вам тиммейтов и вежливых соперников.